Всем привет! Сегодня начнем большую тему. Я не знаю, сколько получится уроков, но задача состоит в следующем. Поставим себе такую задачу. Значит, есть у нас таблица Orders 2. Вот ее все данные. ID, mat, matname, EDI, range и так далее. И мы видим, что столбец EDI, единица измерения. Тут присутствуют данные, значит, штука, комплект, банка, литр, килограмм, лист и тому подобное. Задача состоит в том, чтобы привести поле EDI к единому стандарту. Сделаем так, чтобы все было с маленькой буквы. То есть вот литр, килограмм, понятно, с маленькой. Почему штука, лист с большой, комплект с большой. То есть приведем это все к единому стандарту, чтобы писалось единица измерения с маленькой буквы. Вот. Для этого мы эту таблицу оставим такой, как она есть, Orders 2, но сделаем ее копию. Назовем копию этой таблицы Orders.copy. Тире не воспринимается SQL как название, поэтому Orders-copy берется в кавычки. Тут вот символ тире. Из-за этого символа мы, значит, таблицу будем брать в кавычки. Так. Для того и будем уже работать не с таблицей Orders 2, а с ее копией. Orders copy. Или давайте назовем ее Orders 2 copy. Вот такая будет таблица. Чтобы скопировать таблицу Orders 2 в Orders 2 copy, надо сперва создать таблицу Orders 2 copy по аналогии с таблицей Orders. Так, сейчас я вот ее уже делал. Сейчас я удалю. Так, удалить. Где у нас удалить? Что-то я пока не вижу этой. Так. Как ее удалить? Empty tables. Может, deleted? Deleted. Нет. Надо удалить таблицу. Непонятно. Вот, дроп. Вот это удалить таблицу. Дроп. Удаляем. Так, удалили. Вот, таблицы нету. Отлично. Осталась у нас наша таблица. Теперь создадим таблицу Orders 2 copy по аналогии с таблицей Orders 2. Что для этого надо сделать? Значит, тут есть такой ярлычок. Open a blank query tab. Плюсик, зеленый плюсик. Нажимаем на него. И появляется еще одно окно запросов. Query 2. Вот, в него мы внесем запрос. Создадим таблицу Orders 2 copy. По аналогии с Orders 2, что для этого надо сделать? Зайдем, значит, в таблицы, вкладку таблицы. Перейдем в вкладка таблицы. Перейдем на вкладку таблицы Orders 2. Видите, и тут есть у нее все параметры. Basic, Options, индексы, ключи и другие параметры. Тут есть вкладка Create Code.
create код. То есть вот этот код нам надо прописать, чтобы создалась таблица. Значит, что мы делаем? Мы копируем все эти данные, выделяем все, Ctrl-Copy, копируем и вставляем в запрос query 2. Сюда вставляем, Ctrl-V. Вот это создание таблицы. Код создания таблицы. Orders 2. Но у нас таблица же будет Orders 2 copy. Поэтому мы поменяем и название. Тут поставим Orders 2-copy. Тут поля, видите, описаны все. Depth, char 4. Range, integer. Prof 1 real и так далее. Тут индексы. Mat orders 2-copy поставим. Тут тоже ID orders 2-copy. Из таблицы orders 2 copy. 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 Что тут описывается? Значит, здесь описывается создание таблицы orders 2 copy, у которой будут такие-то поля, dep, ID, с такими типами, char, integer описывается. Вот. И дальше создание индексов. Создается индекс в таблице orders 2 copy по полю mat. И создается индекс в таблице orders 2 copy по полю ID. Вот. И создаем эту таблицу командой F9. Чтобы выполнить весь запрос, надо нажать F9. Тут есть такое вот, видите, execute SQL полностью. Не текущую таблицу, текущую строку выполнить Shift Ctrl F9, а выполнить всю команду SQL F9. Нажимаем F9. Смотрим, что получается. F9. Нажали. Вот. Тут создала индексы. Ну, лог написала. Так, лог написала. Теперь нам надо к database перейти. Правой кнопкой и нажать Refresh, обновить, F5. Вот она обновилась. Смотрим. Так, появилась еще одна таблица. Да, видите, Orders 2. Наша таблица. И вот Orders 2 copy. Так, перейдем. Этот запрос нам уже не нужен. Перейдем в предыдущие запросы. Сделаем запрос данных select звездочка from orders 2. Она осталась прежней. И сделаем такой же запрос select звездочка from orders 2 copy. Второй таблицы. Посмотрим, какие там данные есть. Orders 2-copy. Но не забываем, что надо поставить двойные кавычки, так как тут есть тире. Выполняем эту команду. Ctrl-Shift-F9. Смотрим, видите, данные нету данных. Посмотрим эту таблицу. Вот дата, данные. Видите, данных нету. И теперь поля этой таблицы посмотрим. Поля таблицы. Поля таблицы. Дата. Индекса 2. Где наши поля? Вот basic нет. Так, поля. Индекс. Это индексы. Поля же вот, что-то я
Вот наши поля этой таблицы. Columns. Вот они. А вот orders 2 поля. Все то же самое. Вот тут вот поля таблицы. Видите? char, orders. Ну, тут можно basic поставить. Вот поля таблицы. Этой таблицы, а вот этой таблицы. Все то же самое, все одинаково. Переходим в запросы теперь назад. И что нам надо теперь? Скопировать все строки из таблицы orders 2 в таблицу orders 2 copy. Что для этого? Для этого нужно. Есть команда insert into. Insert into это означает вставить в таблицу orders 2 copy что? А дальше идет select звездочка from orders 2. То есть выбираем все данные из orders 2 и копируем в таблицу orders 2 copy. Это как бы такая простая команда полного копирования данных из одной таблицы в другую. То есть в таблицу orders 2 copy командой insert into вставить в таблицу orders 2 copy. А что вставить? Вот все данные из таблицы orders 2. Попробуем выполнить эту команду. Ctrl-Shift F9. Вот, выполнилась эта команда insert into. Написала, что 30 строк применено. И теперь посмотрим данные. Таблицы orders 2 copy. Данные. Дата. Вот видите? Полная копия таблицы произошла. Orders 2 смотрим теперь. Все то же самое. Точная копия таблицы. И теперь мы сможем работать с таблицей orders 2 copy. Выведем опять select звездочка from orders 2 copy. Ctrl-Shift F9. Смотрим. Оп. Видите, сейчас уже данные появились. То есть insert into команда скопировала нам полную копию таблицы. Такой как бы лайфхак. Insert into, может быть, потом разберем в дальнейшем. Это добавление строк в таблицу. Но на данном этапе вот такая вот команда простая, как бы, которая копирует полностью данные из одной таблицы в другую. Ну, а на следующем уроке попробуем в этой таблице уже копии, orders 2 copy, заменить единицу измерения, где большая буква, на маленькую букву. Это будет следующим уроком. Спасибо за внимание.